Представители знака зодиака Телец. Тельцы, мои дорогие, здравствуйте. Таро расклад 2025 год. Как изменится ваша жизнь в 2025 году, год змеи. И я должна сказать, что дракон, это год дракона 2024. Так вот, дракон со змеей в 2025 году очень хорошо ладят. И это означает какие-то ваши проекты или начинания, на которые, не хватило времени, может быть, дело, которым вы были заняты, не укладывалось в короткие временные рамки. Вы что-то сможете продолжить, причем в таком продуманном, мудром варианте, потому что змея – это символ мудрости, организации нашей жизни по-новому, когда энергия себе не навредить, она будет превалировать. Когда, может быть, в некоторых делах вам потребуется спокойствие, выдержка, терпение, вам этих качеств не занимать, настойчивости тоже. И поэтому многие ваши проекты, которые вам, быть может, были интересны в 2024 году, в 2025 будут реализованы. Или то, что вы хотели осуществить, вы тоже осуществите. Для кого-то это может быть изменения по работе, достижения какие-то. Для кого-то из вас возможность решить финансовую тему, вопрос или возможность переезда куда-то далеко. Или просто в целях улучшения комфортности вашего жилища вы тоже сумеете реализовать смену ваших жилищных условий. Для кого-то из вас изменение статуса вашего. Давайте узнаем, что думают карты. Будем, конечно, реалистами, но тем не менее, я надеюсь, что мы с вами проведем приятное время и какие-то подсказки будут. У нас сегодня 3 колоды, и поэтому давайте зададим самые такие ключевые вопросы. Первая колода золоченого таро. Что завершится, мои дорогие тельцы? Или от чего вы откажетесь сами? Это будет первая карта. Что же для вас завершится? Что вы, как поставите точку, сыграете в чем-то последний аккорд или скажете самому себе, самой себе: все, я либо это дело не продолжаю, либо я завершил и я собой доволен. Вот какой-то вопрос. Что же завершится? А что нового войдет в вашу жизнь в 2025 году? Важное событие или чем вам запомнится 2025 год? Второй триплет. Золотое таро, колода. И первая карта у нас будет называться «Неожиданности в 2025 году». Каковы? Или в какой сфере жизни? Может быть и так. Что будет вас радовать, мои дорогие тельцы? И что вам будет помогать? Следующая колода. И тоже достанем 3 карты. Спросим, что вам может помешать осуществить задуманное. Какие энергии могут вам помешать? Событие, которое изменит вашу жизнь. И событие, которое заставит измениться вас. Итак, давайте смотреть, что же вы будете завершать, мои дорогие. Но я не могу сказать, что это что-то завершается. Карта колесница, тут как раз продолжение следует. И если мы перейдем на звездное расписание, ведь правда, мои дорогие тельцы, для вас и 2025, и 2026, где-то 27. Почему? Потому что там Хирон, который сейчас пока еще находится в Овне, в первую половину 27 года перейдет в ваш знак зодиака. И Хирон – это символ израненного целителя. Для тельца действительно некоторая такая эпоха перемен. Она предусматривается даже звездным расписанием. Поэтому что-то вы можете пересмотреть. Это карта, безусловно, драйва, но это карта успешного драйва. И поэтому в этой колоде это отчасти карта успеха. Но если мы говорим, что завершится, вы откажетесь от всего того, что
или не имеют для вас прогресса. По этой карте мы не оглядываемся назад, а встречаем все новое, что как предложение приходит, или какой-то наш новый интерес, который мы можем продолжить, что-то улучшить, организовать нашу жизнь, завершить какой-то переезд, или смену статуса, или добиться нужного статуса в плане финансов. Все-таки деньги – это один из способов взаимодействия с миром, и вы сумеете решить. Для вас деньги не на последнем месте. И в 2024 я делаю этот расклад практически в середине года, это конец июля. Поэтому еще 2024 год, он вам даст определенные бонусы, безусловно. И в 2025 году что-то будет продолжаться, и вам, мои дорогие тельцы, как раз захочется эту стратегию продолжить, улучшить, расширить, преувеличить еще свой доход. Для кого-то из вас это может быть вообще как смена парадигмы, когда вам захочется больше путешествовать. Безусловно, это карта свободы. Вот все то, что связано со словом «рутина». Или когда мне надоело, мне скучно, мне однообразно, вот это вот все, это уходит. Это завершается. И вы, главное, от этого откажетесь, потому что вы действительно смотрите вперед по аркану колесница без оглядки назад. Тут все новое. И для кого-то это может быть как и новая работа или какой-то новый статус. Это переезд очень далеко, может быть, в другую страну. Совпадет это буквально с тем, что вам придется учить какой-то новый язык. Или вы его уже знаете, но тогда эти знания нужно будет еще углубить, может быть. Для кого-то из вас одновременно это будет и смена вашего жилища, и вы будете организовывать, обустраивать, улучшать на новом месте, в новом качестве и где-то совершенно по-другому, в других энергиях, нежели это было в 2024 году. Правда, сами по себе перемены. Об этом нам говорит карта. И, кстати, что совпадают, повторяюсь, со звездным расписанием. Что же нового войдет в вашу жизнь, мои дорогие? Вообще, наверное, не нужно дальше делать расклад. Вам выпадает карта Солнца, карта радости. Но это еще и карта выбора правильного направления. Как минимум на месяцев 6, ну, может быть, 8. Поэтому где-то приготовьтесь к активной фазе в 2025 году. Это 6-8 месяцев каких-то ваших активных действий. Это как минимум. Потому что этот период будет важен или важным заделом лет на 20. Или как-то он будет определять все то, что вы сумеете в первую половину года или чуть позже совершить, сделать, организовать, договориться, чтобы потом вы уже только продолжали, укрепляли, улучшали. И, ну вот кардинально, как бы вот лучше что-то вам предпринять в первую половину года, то потом где-то будет идти по накатанной, ведь эта карта тоже успеха. Нам продолжают все то, что сказали, хорошая по карте колесница, поэтому тут действительно для вас какие-то счастливые перемены. Карта Солнца, карта радости, карта счастья, карта победы, карта наслаждения жизнью, карта процветания, изобилия, каких-то возможностей. Карта радости. Мне нечего добавить. Правда, что нового войдет? Так все новое войдет в вашу жизнь. Самое главное быть готовым к этому. Всегда ведь есть риск. Ведь любая, точнее, новизна, она связана с нашей активностью. Но вы, люди, в большинстве своем активные. И, может быть, тельцу настолько какая-то заскорузлая ситуация, заржавевшая, уже надоела, что он будет, ну, легок на подъем. Или тот проект, который у вас по какой-то причине притормозился в 2024 году. В 2025 он осуществится даже лучше, чем вы этого ожидали. Важное событие в 2025 году. Вот тут два момента. Вы решите два направления, назовите, или как это сферы жизни. Первое – это будет уход от недостатка финансового. И второе – это от недостатка взаимопонимания. Поэтому у кого-то действительно совпадет с тем, что вы будете изучать языки, а для кого-то, может быть, и придется где-то работать. Но эта работа, она не будет вам в тягость с учетом предыдущих двух карт. Тут действительно получается установить больше взаимопонимания раз и уйти от какой-то ну, как безденежья, или какой-то финансовой бреши, или когда период был сложный, потому что не получалось все никак финансово что-то согласовать. Решительным словом
свои финансовые, как обязательства, если нужно, то их закончить, или какую-то новую стратегию, тактику по части финансов тоже для себя разработать, организовать свою жизнь, чтобы не было каких-то разочаровывающих моментов. Вот этим вам запомнится 2025 год. Да, действовать придется, причем в новых условиях. Но вот эти два направления, что меня должны понимать, и я должен понимать. Искреннее отношение. И второй момент. Я должен быть при финансах. Ну, это, наверное, как красной нитью пройдет вот эти две темы через весь 2025 год. Неожиданности. Будут такие периоды, может быть, от усталости, своего рода апатия. Или когда нам что-то предлагают, а мы не видим прогресса в этом. По четверке кубков может быть состояние, когда я ничего не хочу. Здесь нет неожиданности с позиции той, которую... Это для нас кто-то что-то нам делает со знаком минуса, для нас это неожиданности нет. Тут именно в неожиданностях, когда вы сами можете закрыться. Может быть, для кого-то из вас и хотелось бы этого драйва, но так, чтобы кто-то, ну, помог дать вот этого волшебного, как мы говорим, пенделя, да. Я, конечно, шучу, безусловно, но ведь и в каждой шутке есть доля правды. Согласитесь, себя, когда мы привыкли, ну, к какой-то статике, себя заставить двигаться или пойти во что-то новое, особенно если этому предшествовали какие-то периоды неудач или каких-то очень глубоких разочарований. Может быть, потерь, буквально, может быть, близких людей, может быть, еще какие-то сложности. Очень тяжело себя сориентировать на что-то новое. А сориентировать совершенно необходимо. Нет каких-то вам помех. Все будет зависеть, чтобы самому себе не мешать. И, может быть, будут такие периоды в 2025 году, когда для вас, мои дорогие тельцы, будет как раз все складываться неплохо, а вам захочется остановиться. Вам не захочется именно в чем-то участвовать. Или это будет обусловлено усталостью, когда вы можете подумать, была не была, пусть что будет, то и будет. И вот это неправильно. Вот это, по сути дела, и есть четверка кубков. И это может быть та неожиданность, которая вам может где-то испортить все. Давайте мы узнаем. Пойдем немножко дальше, что вас будет радовать. Вы знаете, активность, но со знаком продуманности. По семерке жезлов это всегда какая-то наша активность, которая имеет под собой определенное решение, для чего я это делаю. Или ответить на вопрос, а мне лично это нужно или нет. Потому что семерка жезлов, как будто наш герой занес этот жезл, а остальные 6 жезлов, это кто-то на нас пытается давить, воздействовать, может быть, нас к чему-то склонить. Или нам что-то предлагается, но мы-то имеем какую-то другую точку зрения. Так вот, что нас будет радовать? Скучать будет некогда, я могу сказать так. И все же эта карта еще подразумевает соревнования. И может быть есть какой-то как конкурс. Или вы окажетесь в такой ситуации, когда вам придется отстаивать свою точку зрения. Какая-то активность предусматривается. И значит, мои дорогие тельцы, вы в чем-то одержите победу. Вы сумеете как и доказать или изложить свою точку зрения. Может быть, так вот мягко, элегантно сумеете настоять на своем или решить какие-то вопросы. Правда, вам придется как уходить от какого-то недопонимания. И для вас будет важно, чтобы люди вас именно и воспринимали правильно, и понимали, чего же вы хотите добиться, или какие для вас есть приоритеты. Много людей будет, а у каждого из людей еще и свои желания. Давайте мы посмотрим, а помогать что тогда будет для вас, мои дорогие тельцы. Вообще это карта вас самих, королева монет или королева пентаклей. Это тогда, когда сильная позиция, это когда мы из хаоса умеем создать порядок. И вы где-то будете организовывать жизнь вашу, нам об этом сказали с первых карт, и значит какая-то продуманность действий. И, пожалуй, самое главное по королеве монет – это что вам будет помогать, когда вы будете видеть результаты своего труда, чем бы вы ни занимались, какой бы план вы не начали продвигать, мои дорогие тельцы, вы увидите, что у вас получается. И это для вас будет лучшей наградой. Что может помешать? Давайте мы с вами узнаем.
Вот какая-то бездеятельность или ожидание счастливого случая, который помогает. Или когда от вас потребуется действие, а вам захочется вот так вот сесть, где-то пригорюнившись и сказать: «Боже, как я устала!» Или «Как я устал!» А в это время надо будет, пусть неспешно, но тем не менее какая-то активность предусмотрена. Вам может помешать конкретно, если вы что-то сами поставите на паузу. Или вы от чего-то откажетесь. Ведь карта колесница, она, да, она помогает. Это в этой колоде карта успеха, каких-то добрых ознаменований уже, приложенных усилий. Но опять же, усилий или действий. Все же активность какая-то предусмотрена. А по аркану умеренности мы ждем, когда что-то где-то происходит. Да, это старший аркан. И, видимо, какие-то события вокруг вас могут отчасти немного замедлять. Или вы можете в себе сомневаться, сказать: «А вот у меня не получится этот проект, а может быть, я лучше подожду». Я имею в виду под словом проект все что угодно, хоть вашу личную жизнь, ваши задумки, ваши чаяния, то, что вы хотели осуществить, или пусть это касается работы или вашего творчества. Вот какое-то замедление, оно может быть, и это вам может помешать. Нет как таковых помех. Вот как нам ответили в неожиданностях, да, мы сами можем остановиться и вот буквально так сесть. Хочется закрыться, обратите внимание, человеку. Руки сложены на груди, крест-накрест. Он как будто всем видом показывает: «Не трогайте меня». И по умеренности это тоже какая-то пауза. Вот эту паузу вы можете инициировать как минимум дважды в каких-то очень серьезных вопросах сами. Поэтому с чем-то не просчитайтесь. Да, идем дальше. События, которые изменят вашу жизнь. Туз жезлов. Какое-то решение. Твердое намерение процветать, наверное, так. Или я переезжаю, или я меняю себя, я меняю имидж. Или какое-то известие, как предложение с учетом аркана колесница. Это всегда карта, когда мы принимаем решение на основе того, что либо нам какая-то новость приходит, или предложение приходит, или, мои дорогие тельцы, обстановка вокруг нас такова, она нас тоже подталкивает к действиям. И вот этот туз жезлов, это как начало, это как импульс, который вы будете продолжать. Но, поэтому, может быть, и есть у нас эти две карты, как паузы, когда вы можете либо продолжать, либо вроде как в спину никто не толкает. Я могу и посидеть, я могу и подождать. Но после этого ничего не изменится. Это солнце только выпало у вас после колесницы, значит, действовать как-то придется. И ваши действия меняют вашу жизнь. Или какое-то известие само по себе, которое, как мы уже сказали, приходит в вашу жизнь. Предложение чье-то. Или по тузу жезлов это еще и мы с кем-то соглашаемся. Может быть, вам сделают предложение, и вам надо будет откликнуться, к примеру. А ведь это предложение у кого-то может быть по работе, у кого-то и в личной жизни. Или ваш собственный инсайт. Теперь я буду работать сам на себя. И это тоже своего рода, пусть внутреннее где-то на импульсе решение, но это ваше как непреклонное какое-то обязательство, данное самому себе. И кто знает, может быть, это очень и очень серьезно. События, которые заставят измениться вас самих, мои дорогие. Правда, у кого-то поездка, а для кого-то из вас уход от тяжелой работы, от какого-то режима многозадачности, или у кого-то переезд из того места. Меня смотрят люди из разных стран, где небезопасно, или где у вас нет тоже ни продвижения, ни прогресса, где может быть очень много разочарований, когда что-то тянет назад. Десятка жезлов – это какая-то рутина. Вот уход от этой рутины, вот так вот красиво нам показан. Девочка сложила все свои пожитки на вала, и они уходят. Вот практически уход от каких-то прежних предубеждений, от каких-то шаблонов. Или переезд, смена работы, смена направления где-то в бизнесе. Или для вас твердое намерение процветать делают вашу жизнь совершенно другой, с другим качеством, с новым интересом, с новым жизненным драйвом, с какими-то возможностями, с новыми навыками, с новым общением, с новой радостью. И как-то, понимаете, интерес,
он приходит во время именно вот этих движений. Он заставляет вас измениться именно потому, что не хочется так, как было прежде. Не хочется возвращаться туда, где что-то разочаровывало, или туда, где было очень тяжело и больно. И вот так тоже может быть. Прекрасный период, мои дорогие тельцы. Перекладывайте на себя и будьте счастливы, будьте любимы всегда.